Здравствуйте, пиццики, Нектарин, Андреевич, Жмышенко, топ-3 стрелок со спутника с инстрайками по версии KFC. По названию этого ролика вы уже догадались, что я пожаловал к вам с гайдом на инвокеров с патча 7.34. Впервые за долгое время инвокеры достаточно добротно так поменяли, и он сейчас ощущается в некоторых случаях буквально новым обновленным героем. Поэтому в этом ролике я постараюсь подробно рассмотреть все изменения инвокера со всеми тонкостями и нюансами. Постараюсь максимально подробно рассказать, как играть на инвокере, что качать, что покупать, как про кастомы стилю раздавать, ну и все такое в этом роде. Перед просмотром поставьте чай этому ролику, напишите какой-нибудь приятный комментарий, оформите субскрипцию, это будет самая лучшая похвала за старание. Ну что, я не буду вас томить, давайте обо всем по порядку. Что изменилось у инвокера? Самое очевидное, герой перестал быть интовиком и стал универсальным героем. Теперь вы можете получать выгоду буквально с любой характеристики в игре. И это изменение сделало нас более конкурентоспособным героем в нынешнем патче. Спойлер, мы стали достаточно сильны для того, чтобы играть практически на любой роли, начиная от мидера, заканчивая саппортом. Сферы перестали нам давать привычные бонусы. Так, теперь квас дает вампиризм от спеллов вместо хп регена, Векс снижает КД спеллов и обилок вместо атак спида, и Экзорт дает дополнительный магический ДПС от обилок, вместо ДПС от тычек. Однако, что осталось из старого, сферы за левел прокачки дают по плюс одного своего привычного стата. Сила за квас, ловкость за Векс и инта за Экзорт. Важно понимать, что вышеперечисленные бонусы сфер будут иметь эффект только перед применением. То есть, хотите больше дамага от метеора, перед его кастом выжимаете 3 экзорт сферы. Хотите быстрое КД, нажимаете Векс перед кастом и так далее. Все эти изменения сфер убрали необходимость у нас привязываться к одному билду. Сейчас вы можете играть Векс класс билдом и экзорт билдом, имея практически одинаковый ДПС, но имея немного концептуальные отличия со своими плюсами и минусами. Давайте сейчас о них поговорим. Сейчас наиболее сильным и гибким является Векс класс билд, однако это не означает, что экзорт плох и вы не можете на нем играть. Плюсами Векс класс билда есть бесконечные ресурсы, на этом билде буквально не заканчивается хп и мана из-за имбовости нового Гоствалка. Теперь, находясь под ним, вы можете получать дофигища хп и мана регена за каждый левел поинт, вкинутый в квас и Векс, соответственно. Быстрый КД айтемов и спеллов, будто вы играете с халявным Актарином, делает вас более активным героем уже с самого начала игры. Третье. Возможность оставлять энеми без маны, приравнивая все их попытки кого-либо загнобить на лайне к нулю. Четвертое. Высокая мобильность. Минусы: небольшой бурстовый ДПС, особенно поначалу, отсутствие большого ассортимента спеллов до 10 левела, скучный геймплей, исходя из предыдущего минуса. Теперь плюсы экзорт билда: больше дамага оверолл на любой стадии игры, проще фармит и пушит за счет форжа и алакрити, большой арсенал спеллов на все случаи жизни, возможно дистанционно делать фраги, стреляя с инстрайками со спутника. Минусы экзорт билда: слабая выживаемость, требует больше маны на реализацию, маленькая мобильность. В целом играть можно в любом билде. Лично я сейчас играю на всех ролях в Экс-классе, однако на миде и в тех случаях, где пассивный лайнап, я больше играю на Экзорте, ибо он для меня привычнее и кайфовее. В принципе, решать вам самим, в чем больше кайфа. Векс просто очень дисбалансен, и скорее всего его будут нерфить. Уже вышли первые правки этого билда в патче 7.34b, однако по каким-то причинам они сейчас практически не работают. Так что я думаю, что этот билд станет слабее в дальнейшем. Теперь рассмотрим скилл билд. Если же вы решили играть в X-квас билде, на первом качаем квас. Он дает нам больше силы, опцию попробовать сделать ФБ под Cold Snap, далее качаете Vex. В таком темпе качаемся до 9 левела, Maxia Vex. На 10 берем Экзорт в 1, ибо к этому моменту нам уже нужно лакрити, стенка и большой арсенал спеллов. На 11 и 13 докачиваем Vex, чтобы вытащить максимум value с КД редакшена. И с 12 до 18 уже докачиваем Экзорт. На 19, 20, 21 и 25 докачиваем таланты, о них позже. С 22 до 24 домакшиваем квас. Его максим в последнюю очередь, ибо свой максимум value он вносит поначалу, а ДПС лишний от других спеллов вы добиваете за счет экзорта. Если же вы решили играть в экзорт билде, то тут все по стандартному. Качаем экзорт в 3 до 5 левела и квас в 2. На 6 берем Векс в 1, чтобы можно было всетапить киллы под торнадо и метеором разгонять себе фарм. Плюс фармить быстрее под алакрити. Далее к 9 левелу докачиваем экзорт на 4 и квас на 4.
4, чтобы открыть себе доступ к 2 форжам. До 13 левела докачиваем экзорт и до 18 вкидываем все в экс. Также на 19, 20, 21 и 25 берем таланты. Из 22 левела по 24 домакшиваем квас. Таланты. На инвокере таланты в основном не поменялись, они все также ситуативные, подходят под разный спектр ситуаций. Однако, на 19 левеле зачастую берем талант на Cold Snap. Неплохо сочетается с макшеном вексом и талантом на 25 левеле, что практически убирает на нем КД и разрешает нам играть более активно. Он очень хорош в тех случаях, когда нам не хватает контроля в тимфайтах даже при наличии хикса, или если в пике энеми много эскейп героев, которых можно неплохо ловить на Cold Snap плюс метеоре. Талант на форже тоже хорош, но берите его тогда, когда есть необходимость много пушить и сплит-пушить. И также, когда нам необходим лютый минус армор, который впоследствии поможет нам легко убивать вражеских коров. На 20-м берем талант на 2 метеора, ибо с ним у нас больше оверолла ОЕ дамага в тимфайтах. А талант на алакрите, когда наша единственная опция победить, это найти загулявшего и вражеского героя и убить его очень быстро в захекс. Так у нас больше урона по одному таргету, но не более. Далее берем талант на торнадо, ибо с ним под вексом его можно кидать гораздо чаще и запросто цеплять и инициировать драки без необходимости терять позиционки. Ну и на 25-м берем талант на множитель эффектов наших сфер. Буквально нас превращает в лютую имбу. С ним у нас 42% маг ДПС под эксортом, 42 КД редакшена под вексом и тучу хила под квасом соответственно. Item Build. Item Build это наиболее интересная вещь в этом патче, однако в целом он один и собирается одинаково как на вексе, так и на экзорте. Вначале берем 2 цирклетки, 3 бруньки, пачку танго и гранату. Этот билд дает нам больше всего статов и делает наши тычки достаточно комфортными для лайнинга. Если же играете против чего-то спамящего, например, играя инвокером на других ролях, можете купить себе грейженный стик, 3 ветки и на деньги с баунти рун доносите себе танго. Этот закуп хорош против агрессивного лайнапа и дает всего на 2 ДПС меньше первого билда через 2 цирклетки. Однако в 99% случаев играем через первый затар. Далее одну цирклетку грейдим во врейсбенд, если против вас физовик, который напрягает на лайне, или брейсер, если против вас нюкер, а вторую цирклетку грейдите в урну. Ветки, соответственно, грейдите в стик. После этого фармим носок, если в экзорте, или медас без носка, если в эксе. Сейчас в среднем медас желательно собирать к 12-14 минуте. Далее собираете ПТ и грейдите урну в Spirit Vessel. Он нам нужен, ибо дает много статов, разгоняет наш прокаст, хорошо работает с квасом и хилит нас прилично. И в целом хорош для убийства любого героя. Ну и самая теперь главная часть айтем билда. Далее, как и на любого другого универсала, вы собираете айтемы, дающие вам больше всего статов. В целом это пика, когда вам нужно быть более мобильным и сейвить себя от коннект героев типа Рики или Фантомки. Манту, если много эффектов, которые нужно диспелить, типа Сала и так далее. Майлшторм можете собрать, если играете против суммонеров и иллюзий. Очень круто работает с Алакрити и в целом вас делает похожим на имбовую физовую лину из патча 7.32. В Exort билде можете выйти в Witchblade и по старинке сыграть через брошку Ethereal в Лития. Они также и есть актуальными. Далее берем шард. Он очень круто помогает нам с контролем, инициацией и накидывает нам лишнего ДПС от EMP. Очень крутой айтем, который стоит относительно недорого и, что самое главное, дает эффект притягивания enemy к EMP, который работает даже через БКБ. Если же очень много магии и вам нужно не сгореть за бурст, берете БКБ. Против легионки, Батрайдера или Хускара лучше купить вместо БКБ себе линку. Далее фармите по стандарту Хекс, чтобы убивать за контроль, и под конец можете взять Дейдаус для бешеного дамага с руки под Хекс. МКБ, если нужно валить героев, собирающих бабочку типа Джаггера, Наги или той же Фантомки метовой. Ну или Сильвер, если нужен контроль пассивки героев типа Спектри или Фантомки. В целом у вас получается довольно сильный физовый инвокер, который может выдавать по 20к ДПС только за действие одного Алакрити и буквально сносить любого кэрри героя. В гиперлите можете докупить себе Аганим Блессинг и Муншард или Скади вместо урны, чтобы выносить героев с тучи хп, регена и хила. Аганим вы берете только для катаклизма, потому что по каким-то причинам 1% новых бонусов к сферам он не дает. Прокасты. В целом прокасты остались такими же, как и обычно, однако теперь есть опция их усиливать по-разному. Например, хотите больше дамага перед прокастом, комбините 3 экзорта. Хотите меньше КД спелов, комбините 3 векса. Или если же вам нужно бурстово поднять хп, чаще всего, когда вас зажали, то комбините 3 класса. Все очень просто. Если же вы играете в экс-класс билде, то основным прокастом на нем есть EMP, Торнадо, Cold Snap, Урна. Если играете против эскейперов типа Шторма и Квапы, то чтобы они не могли заевейт
заэвейдите этот прокаст, начинаете его с колдснапа, потом EMP, потом торнадо. Если играете через экзорт, то сейчас в нем прокасты такие: колдснап, торнадо, метеор. Под 3 экзорт-сферами нажимаем колдснап, торнадо и метеор. Ибо 3 экзорт-сферы сильно поднимают наш ДПС и делают этот прокаст очень сильным по сравнению с патчем 7.33. Alacrity, колдснап, метеор, бласт. Прокаст, который вы используете по ходу игры, вплоть до лейта, комбинируя его с хиксом и выдавая больше всего ДПС в один таргет. Cold Snap, Торнадо, Sunstrike, чтобы бурстово добивать эскейпера. Или же Торнадо, Sunstrike, Blast, если просто нужно добить любого другого героя. На лайне против героев без эскейпа и с маленьким МСом типа Темпларки используйте такой прокаст. Заранее призывайте 2 форжа, ставите стенку, нажимаете Cold Snap и под конец шлифуете все Санстрайком. Более толстых героев типа Primal Beast'а выгоднее убивать под Alacrity вместо Санстрайка, или Метеор, если там есть что-то типа Вангуарда на сейф. Вот фишки с шардом в лите. Кастуете МП, оно начинает стягивать к себе героев, и вы запросто можете кидать в него торнадо, метеор и бласт, минимизируя шанс заэвейдить этот прокаст и потеряться в позиционке. Так можно запросто затягивать энеми на ХГ, если дефаетесь, или наоборот стягивать их с ХГ, если пушите. Можно еще поставить стенку под себя и в нее закинуть EMP. Так вы затянете энеми в стенку, и как только эффект стенки начнет действовать, энеми просто уже не сможет выбежать из вашего EMP, и вы сможете запросто хлопнуть любого героя. План на игру. Хоть инвокер сейчас очень крут на фактически всех ролях, однако, следуя классике, я хотел бы его рассмотреть метовым в X-класс билде на миде, так как именно этот билд сейчас является гиперметом. Однако, если же его понерфят, то вы сможете интерпретировать этот плейтстайл под экзортовый билд в дальнейшем. Итак, вы должны понимать, что в X-класс это более активный билд, и следовательно вы хотите играть активнее, с минимум предметов с самого начала. Первым делом бежим ставить себе вард на мид по классике, чтобы быть в курсе попыток дальнейших гангов по вам и более комфортного лайнапа 1 на 1. Далее бежим делать ФБ с командой, это делаем под Cold Snap. Если же попыткой сделать ФБ даже не пахнет, не теряя времени, бежим стопать крипов для более удобного лайнапа на миде 1 на 1. Старайтесь до 3-го левела в основном фармить, изредка прохорашивая вражеского энеми. Если же он вас очень больно душит, то кидайте на него колдснап и хилите спокойно то, что вам успели снести парой тычек. ДПС поначалу от прокаста в этом билде немного, и вы будете лишь пустую тратить ман. По-настоящему билд начинает раскрываться к 3-му левелу. С этого момента, комбине прокаст через торнадо и МП, вы неплохо воруете ману у энеми, не просаживаясь по своей. Так можете делать по КД, чтобы оставить мидера без маны и сделать практически невозможным любые попытки убить вас. Важно понимать, что большинство мидеров любят покупать ботл, а из-за отсутствия форжей в этом билде вы не можете законтрить 2 водных руны самостоятельно. Поэтому просите вашу четверку забрать 1 руну, а сами забирайте 2. Если же нет, то просто усиленно повторяете прокаст, пока у энеми мидера не будет вообще ресурсов. Важно знать, что на прокаст вам нужно 265 маны плюс 100 на Cold Snap. Если маны не хватает и вообще вы просели по хп, просто пушьте пачку на миде, а сами заходите в Ghostwalk и хильте себе хп. И желательно 265 маны. В идеале на full прокаст. Или хотя бы 100-175 на новый Ghostwalk или Cold Snap, чтобы у вас было чем гасить энеми в случае чего. В таком темпе дофармливаем себе урну, носок, ВБ и стики. И с этого момента у вас есть несколько опций. Гасить вражеского мидера в попытках его убить. Можно позвать свою четверку для этой опции, чтобы было проще. Второе. Стягиваться на сейды и убивать энеми. Или же, если мидер активный, однако все его попытки убить ваших тиммейтов на сейдах тщетны, то можете фармить себе мидас. Делаете вы это значительно медленнее по сравнению с экзортом. И это не самая важная опция сейчас в игре. Даже тайминг нормальный мидаса в этом билде будет к 12 минуте в среднем. Он нам нужен для изи фарма и XP. Ведь пока что Vex влияет на тайминг КД мидаса. Значит, вы сможете его реализовать круче, чем в экзорте. Однако лучшим вариантом будет активный плейстайл по сайд-линии. В приоритете прийти на ваш оффлейн, убить вражеского кэрри и спушить его вышку. И тем самым открыть больше поля для легкого фарма вашему кэрри уже в этой области. Если же все зеркально наоборот и вашего кэрри душат, то старайтесь убить всех на его лайне, чтобы ему открыть доступ к камбэку. В целом весь агрессивный плейстайл этого билда и строится на сноуболе, и вам крайне выгодно колить и играть под вас в попытках убить энеми. В ситуациях, когда вам удалось спушить все 3 Т1
1 тавера, можете бегать под гостволком или смоком в поисках вражеских коров и стараться убивать их через торнадо, ЕМП и колдснап со Spirit Vessel, ибо этот прокаст 1 на 1 практически невозможно пережить. Наиболее частые места, где вы можете этим заниматься, это вражеский лес на изилайнах или же вражеский треугольник, но он чаще всего заваржен. К тому же в патче 7.34 там стоит аванпост, на который энеми могут нажать ТП, поэтому лучше туда идти только с командой и парочкой вардов. Если же ситуация в игре не позволяет вам муваться активно по каким-либо причинам, просто фармите лес. На 10 левеле под экзорт в 1 у вас открывается доступ к алакрите, и вы начинаете фармить резвее. Вот на всякий случай, где и сколько вы можете нафармить голды на карте. Чтобы полноценно убивать любого героя, вам нужен по сути шарт и какой-то айтем типа пики, который вам дает больше всего статов и урона стычек. А так по мере прокачки вашего левела вы качаете уже экзорт, и дамага под ним с метеора и санстрайка вполне хватает, чтобы стереть любого кэрри. В целом старайтесь делать какие-то мувы на карте и реализуйте покупки ваших предметов, убивая героев, а затем фиксируйте этот успех посредством пуша, убийства Рошана, Торментеров и так далее. Чтобы уже играть 1 на 9, нам надо в идеале выфармить хекс и какие-нибудь криты. Тогда у вас будет достаточно ДПС, чтобы убить абсолютно любого героя в доте. В лите с талантом на 25 левеле вы просто дисбалансно сильнее, вы можете делать что угодно на карте. В случае, когда вы сделали все, но все же не можете зайти на вражеский Т3, просто зажимайте энеми на базе. Фармите свои айтемы, в идеале хекс плюс криты или любой ДПС аналог ему сказанный в айтем билде, и потом по Деегу старайтесь заходить. В принципе, вопрос с инициацией по Т3 решается прокастом через ЕМП. В целом это все, ибо паттерн этого билда прост и чаще всего однозначен. По сути, все то же самое вы можете делать на экзорт билде, адаптируя все вышесказанное под него. Ап до универсала дал возможность вам не терять в ДПС и прочем. Если же вы не дофармили айтемы или не успели по таймингам, как раньше. Чуть не забыл. Сложные герои, против которых сейчас падло играть, однако на скилле можно побеждать. Это Рики, Никс и Брутка на миде, ибо против нее нужно свапать лайны. Однако в этом патче вы делаете это запросто и не просаживайтесь по геймплею. В целом это все. Ну что, пиццики, ролик пришел к своему логическому завершению. По традиции благодарю всех, кто досмотрел этот ролик до конца. Надеюсь, вы кайфанули и что-нибудь новое вы узнали для себя. Надеюсь, этот гайд вас мотивировал попробовать хотя бы начать апать ММР на инвокере в этом патче. Герой достаточно силен, и поверьте, то время, которое вы потратите на его изучение, никогда не будет тщетным. Напоследок скажу, что никогда не бойтесь что-то придумывать новое на инвокере. Постоянно экспериментируйте, не бойтесь ошибаться, проигрывать, ведь как говорил Топсон, тот, кто ошибается и постоянно анализирует свои ошибки, впоследствии будет прогрессировать и развиваться лучше любого другого игрока в доте. Обязательно поставьте чай под этот ролик, если он вам зашел. Если не зашел, все равно ставьте чай. Напишите какой-нибудь приятный комментарий, оформите субскрипцию на этот канал. Если есть какие-то вопросы, вы можете меня найти на моих прямых трансляциях, которые я провожу на Твиче и на YouTube канале каждый день. Если же впадло в формат стримов, то я также обитаю на своем телеграм-паблике и на своем дискорд-сервере, где вы можете задать мне абсолютно любые вопросы любого характера, даже не связанного с дотой. Да, я еще эксперт абсолютно в любых вопросах, которые стоят перед человечеством. Ну и на худой конец я также обитаю в ТикТоке. Короче, заебал прощаться, вам поменьше подпивасов на кэрри в теме и стимула побеждать на инвокере. Все, а я погнал ебашить новый ролик. Давай, пока.